Ребята, всем привет! Это видео я такой сделал видео сборничку, такую соляночку, ну такое много видео. Если кому-то что-то не нравится, просто перематывает вперед и будет другая тематика, другое видео. Приятного просмотра! Ребята, пришел такой кружок. Это из Китая. Мы, конечно, знаем, что там. Там, в принципе, душ, туалет. Вот такой диаметр. Открываем, смотрим. Ничего. Упакован так нормально. Проблема вот таких палатках их сложить. Открыть-то открою. А как ты это знаешь? Не палатка такая была. Ну и что? До сих пор есть, конечно. Не собранные до сих пор? Нет. Ой, Вот эта инструкция не потерять. ой. Так, открываем. Вот такая маленькая. И? Juhu! И по лицу можно попасть. Kāda rokas no augšas. Bet galvu tu nevari izbāzt? Nē, вот tik augsts. Pamāja ar rokām ārā, lai var redzēt, ka tur caurums. Un Es arī māku. Atais lūdzu durvis. viss cilvēks tur nepatīk. Nepatīk. Čau! С дыркой. Dırka. Ielaid man arī. Čau. Nu kā? Es ar tēti te mazgā. Nu davai mēs te, kā ir krieviski, visi trīs. Втроем. Все три. Все три? Мы здесь все три. И нормально, ну, Тут зубные щетки положили. помазгатись, помыться Тут нельзя три. полотенце. Окошко. О, окошко? Чтобы что делать? О, ну юст. Здесь можно посмотреть. Ну, Ай, какие. вот так. Из-за Ямара? Nē. Вот, šitā. Ну, типа такая спода tu sēdē? Какуля. А, какуля. Ну, Какуля. помай всем. Какуля. Что у тебя там? Что ты Какуля. делаешь? Что ты делаешь? Какуля. Нормально? У тебя Нормально. идет? Все нормально. Идет? Какуля. Все нормально. Смотрим. Ой, не смотрим. Все нормально. Какуля. А Помог. что эти такие? А это отрезать, пипсики. привязать к двери, когда... Ну-ка, стой, Тадик. Здесь что? Такие прибамбасики. Наверное, мосты принять, чтобы ветер не подул. А курта инструкции. Курта инструкции. Так, дисков. Смотрим, что здесь можно делать. Китай. Так, как сложить? Но почему он душ или туалет или что? Здесь вообще не написано. Что хочешь, то и делай. И ну вот, палатка номер 2. Ты уже знал, да, что будет немножко трудно, да? Опять 25. Опять. Ну что? Помочь тебе или что? Китайский. Ну смотрите. Вот так, вот так. Ну и все, нормально. А он как-то по-своему там. Ну, Да ну. ну, больше не будешь открывать? Нет. Может быть, еще раз один? Нормально. В следующем году будешь мыться?
А у нас в Латвии такие не продаются. А где Да. купил? В Италии? Китай. Тут можно, знаете, на плечи, как черепашка-ниндзя. И в душ, да? И какать. Ну иди какать. Ja, kādreiz ātrums bija. Jā. Tas viss ir noziedēts, ne? Es nopirku benzīnu. Вот Юрис teica, ka daudz ēd. Es nemeloju. Ну давай tagad saki. Ну все. Tomēr benzīns Проблемы начались уже 10 минут. Benzīns beidzās. Jā. Benzīns beidzās ideāli. Sanās, kur malos ir. Aiz malos tur cipars. Es zinu, viņš ir benzīns. Jā, cipars. Aiziet, aiziet! Oi, kādi dupšoki! Oi, kādi dupšoki! Ir smaga. Ir! Jā. Да неужно. Tas vēl... Наша помощь едет. Наконец-то. А то у нас бензин, по-моему, кончился. Ребята, всем привет! Ну, у нас в Латвии сегодня штормовое предупреждение. Большой ветер. Я тут дошел, надеюсь, что вы слышите. А мы что делаем? Мы завели бус и собираемся ехать. Попробуем, как это, спать в открытой местности, большой ветер. Мама не поехала, и поедем только с сыном. Все, готовимся, завели, прогреваемся. У нас дополнительный аккумулятор 14,0 пока сосветило, да? 14,0, да? Но вообще-то он заряжает 14,2. 8 вечера сейчас, да? И температура бусики 22.
Вот такое дело. Взяли новый туалет, душ с собой. И пойдем покажу еще одно место. Сделал щетку, да, мне сломалось крепление. Ну вот, пока сделал на болтике, надо будет обменять. Все. Вот такая ситуация, видите, под деревьям, да, как ветер, как много. Привет, подписчики. И мы поставим 10 тысяч лайков, выйдет новая серия. Ха-ха. Ну все, мы едем уже в сторону, не знаю, где-то поле, посмотрим, увидим. Ну ветер сильный, да. Приехал на поле, почти убраны, но здесь видно, что сырость стоит, да, и не выросла эта пшеница, да. Бусик оставляем здесь. Тут дорога идет посередине поля. Будем спать там, на открытой поверхности. Но мы увидели с юстом мост. Старый, ржавый с виду мост. Пойдем посмотрим, что там. А у этого состелся шапка. Эй, Антала? Я. Вот такой мост. Ржавый, ну хороший, сваренный добротно. Речка далеко, и когда полноводный, он не достает. Такой серьезный мост. Я даже не знаю, что тут гуляет. Охотники, может быть. А может и нет. Знаете, это мост, по-моему, связан как-то с тропинкой. И вот, по-моему, это газовый провод, что-то типа того. Здесь даже коннекторы, видите? Как у старых колонках 90-х. Наверное, проверяет как-то с датчиками, нет утечки или так. Но тропинка идет ровно так. Так, остановились. Дует очень большой ветер. Да. Вот так. Будем смотреть, как продувает. Открываем. У нас мама дала томатики, капусту, чуть-чуть старые колбасы. Это не старая, просто с плесенью, мы так говорим. И мы выкладываем коврик свой, чтобы если дождь там, грязь не нести. Все, мы уже идем в бусы. Как бы не дует нигде, но ветер, наверное, ломается. Я пробовал, вот здесь между дверями есть чуть-чуть такое продувание. Но здесь как бы все нормально. Доброе утро. Мы проснулись. Мы еще на поле. Ну, ветер чуть-чуть меньше есть, да. Звери выходили вечером. Ну, я не снял косули так. А мы придумали пускать вот самолеты. Такие самолетик. Вот пойдем посмотрим. Вот просто на поле. Там дорога идет через поле. Там лес. И открытое пространство. Вот так спали. Ветер идет оттуда.
иду бусику углу там дальнем. У нас чуть-чуть самолетом не получается, но у нас есть еще в рукаве туз. Мы взяли кое-что с собой. Вытаскиваем, где это мой ящичек. Ящичек. Тут кое-что есть. Ребята, взяли такой ящик, а здесь Надувные змеи. Летает из моря. так классно выглядит воздушный змей. Всем радость. У нас еще такой змей, как кальмар, хвостом. Ну, здесь простое управление. Тут, там, где юст, там чуть-чуть сложнее. Там управление с катушкой такой. Да. Ну, мы будем это тоже запускать. Запускается элементарно, дергается. Он взмывает. Ну вот здесь такая катушка, тормоз есть под пальцами, да, и уходит веревка. Вот он там далеко. Есть. Кальмарчик. Вот сам. Сначала сказал не хочу, не хочу, ну вот сейчас уже пускает. Кальмар хорошенький. Это 8 ног. 8 ног. Вот он. На экранчике он маленький выглядит, но вообще-то он большой, огромный. Ноги идут, чтобы вы поняли, какой длиной. Да, вот бусик длиннее, чем бусик, такими пятнами. Вот так мы провели ночь с Юстом, попустили змеи, собираемся и поехали домой. Ну, если у нас старые машины, то в старые машины. Прибыли в Елгавский замок, где происходит университет. И здесь сегодня маленький фестиваль машин и автомобилей. Пойдем, just идем, посмотрим. Здесь такая сегодня машинки, выставлены парочку, да. Пойдем посмотрим. Это такое собрание, двухчасовое собрание. Я.
Ялгавский. 39-63 год. Форд. Tā ugunsdzēsēji, nē, iekšā nevar iet. Здесь сидели, наверное, пожарники, да? Так работали древних. Taki kāds motors. Motors ir labs. Tie teica, ka šis motors ir jaudīgs. Ja? Почти 2-литровый мотор, 42 лошадиные силы, 51 года. Машина идеальна. Вот такой Citroen. Они едет своим ходом. Дочь. А это Dodge, а? Сын говорит, это Dodge. Здесь окошко открыто. Где поворотники, они открываются так, показывает. Dodge D5, 3,5 литра мотор, 87 лошадиные силы, 37 года, задний ведущий. Chevrolet. Да. Master DA 3,5 почти литра. Мотор 75 лошадиные силы. 34 год. И тоже едет. Ребята, по-моему, приехали с Риги, да. Вот такой панельчик. Это открывающий багажник. И еще Mercedes пойдем посмотрим. Mercedes. 1.6 мотор, 1.7 почти.
38 лошадиные силы 39 года. Это поворотники, да. Они открываются так, показывают. Но моторчик мы не видим. Тут генератор видно. Да, генератор только видно. Дай мне. Посмотрите на приборку, там написано Mercedes. Деревянные такие панели. Ну, Мерседес скромный, один фонарик сзади только. Пять машин там остались, а остальные приехали здесь. Стали колонны. Я сейчас пройдусь. Но каждая машина индивидуальная. Но я покажу очень красивый потихоньку так. Эта температура показывает, когда водитель видит насквозь и знает, что машина перегревается. Opel 1 и 2, 23 лошадиные силы. Уже видно.
как же без BMW кабриолет. И наверняка уставшие были про Латвию путешествие. Ну, следующий, я думаю, продолжим серию поездку по Латвии. Спасибо, что посмотрели. Ждем следующее видео и ждем ваши комментарии. Чао, до следующего видео.